Всем привет! Сегодня поговорим с вами о медицинской услуге предрейсовые, послерейсовые, предсменные, послесменные медицинские осмотры водителей. А именно, какие федеральные законы, приказы Минздрава, постановления правительства Российской Федерации нарушают исполнители данных услуг и государственные заказчики, публикуя документацию на электронных площадках. Поехали! Ну хорошо, начнем мы с приказа от 15 декабря 2014 года номер 835-Н об утверждении порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров. Я выделил для нас желтым цветом самые значимые моменты, которые стоит упомянуть. Пункт 3. Требования о прохождении обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров распространяются на индивидуальных предпринимателей в случае самостоятельного управления ими транспортными средствами. Пункт 4. Предсменные предрейсовые медицинские осмотры проводятся перед началом рабочего дня, смены рейса в целях выявления признаков воздействия вредных или опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такового опьянения. Пункт 5. После смены и после рейса медицинские осмотры проводятся по окончании рабочего дня, смены, рейса в целях выявления признаков воздействия вредных или опасных производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья работников, острого профессионального заболевания или отравления, признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Пункт 6. Обязательно предрейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего времени работы лица в качестве водителя транспортного средства, за исключением водителя, управляющего транспортным средством, выезжающим по вызову экстренных оперативных служб. Обязательно послерейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего времени работы лица в качестве водителя транспортного средства, если такая работа связана с перевозкой пассажиров или опасного груза. Пункт 8. Предсменные, предрейсовые и послесменные послерейсовые медицинские осмотры проводятся медицинскими работниками, имеющими высшее или среднее профессиональное образование, медицинской организации или иной организации, осуществляющей медицинскую деятельность. При наличии лицензии с осуществлением медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ, услуг по медицинским осмотрам, предрейсовым, послерейсовым, медицинским осмотрам предсменным, послесменным. Что из этого приказа мы выделим? Что все организации, в том числе ИП, индивидуальные предприниматели, а таких много, которые катаются на такси, обязаны в обязательном порядке проходить не только предрейсовые осмотры водителей, но и послерейсовые осмотры водителей, так как такси занимается перевозкой пассажиров. Также должны проходить послерейсовый медицинский осмотр. Это автобусы, которые ездят не только по городу, но и на дальние расстояния. Ну и, само собой, дальнобойщики, которые перевозят опасные грузы. Также здесь очень важный момент, хочу выделить, что предсменный, послесменный в обязательном порядке вид деятельности должен быть у исполнителя. Многие до сих пор в документации государственные заказчики, публикуя на электронных площадках, пишут 291 постановление о лицензировании медицинской деятельности, которое утратило силу, да и пишут предрейсы, послерейсы. Давным-давно вступил у нас в силу новое постановление номер 852 от 1 июня 2021 года, которое нам гласит, что постановление от 1 июня 2021 года номер 852 о лицензировании медицинской деятельности, за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения на территории инновационного центра «Сколково», и признанию утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации. Вот это постановление на сегодняшний день действует. Здесь мы должны выделить очень важные пункты. Пункт 5. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии осуществления медицинской деятельности, далее лицензии, являются наличие зданий, строений, сооружений или помещений, принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или ином законном основании, необходимых для выполнения заявленных работ, услуг и отвечающих санитарным правилам, в соответствии с которым устанавливается в санитарно-эпидемиологическом заключении.
Пункт 6. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к лицензиату при осуществлении медицинской деятельности, являются требования, предъявляемых соискателю лицензии, а также следующие требования. Сюда входят медицинские услуги, но я здесь выделил, что наши медицинские осмотры и медицинские свидетельствования тоже сюда входят. Пункт 7. Осуществление медицинской деятельности с грубым нарушением лицензионных требований влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. При этом под грубым нарушением понимается невыполнение лицензиатом требований, предусмотренных пунктом 5 и подпунктами А, Б и Г пункта 6 настоящего положения, повлекшее за собой последствия, установленные частью 10 статьи 19.2 Федерального закона о лицензировании отдельных видов деятельности. К федеральному закону мы вернемся в конце. Сейчас мы с постановлением сначала закончим. Пункт 11. При намерении лицензиата осуществлять медицинскую деятельность по адресу, не указанному в реестре лицензии, или выполнять работу услуги, составляющие медицинскую деятельность, не предусмотренным реестром лицензии, заявление о внесении изменений в реестр лицензии указывается этот адрес, или работы, услуги, которые лицензиат намерен выполнять, а также соответствующие сведения, документы, предусмотренные пунктом 8 настоящего положения. Выполнение работ услуг, предусмотренных в приложении к настоящему положению, может осуществляться лицензиатом, в структуре которого организована мобильная медицинская бригада для оказания первичной медико-санитарной помощи населению, проведения профилактического медицинского осмотра, диспансеризации по месту нахождения мобильной медицинской бригады, не указанного в реестре лицензии в качестве адресов места осуществления медицинской деятельности и не требует внесения изменений в реестр лицензии. В заключение по данному постановлению. Мобильная медицинская бригада без указания медицинской лицензии может осуществляться для следующих услуг. Это первичная медико-санитарная помощь населению, проведение профилактического медицинского осмотра, диспансеризация по месту нахождения. Ни один из данных видов не относится к предрейсам, послерейсам, предсменным, послесменным медицинским осмотрам водителей. Но наши государственные заказчики в документации указывают требования. У нас, извините, помещения нет, требуется мобильный медицинский пункт. На основании чего это придумали, понятия не имею, всегда задаю вопрос, никакого ответа не слышу. Но это мы еще об этом поговорим. Значит, приказ номер 866-М от 19 августа 2021 года об утверждении классификатора работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность. Для чего нам этот приказ? Это как раз для того, чтобы объяснить всем, что относится к первичной медико-санитарной помощи. Вот есть классификатор работы и услуг, составляющих медицинскую деятельность, и вот пошла первичная медико-санитарная помощь. Водолазная медицина, дерматовенерология, диетология, косметология, медицинская оптика и так далее. Спектр большой. Ну, нас интересуют предрейсы, послерейсы, предсменные, послесменные, поэтому мы это все дело пролистаем. Наш вид деятельности находится в конце. Он идет под пунктом 9. При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы, услуги. По медицинским осмотрам, предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым. Ну, вы сами все видите. Я тут ничего не нарисовал, не придумал. Поэтому в дополнение переместимся дальше. Есть у нас, значит, приказ номер 543-Н от 15 мая 2012 года об утверждении положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению. И есть тут пункт, точнее приложение номер 8 и приложение 24. Самое важное, которое я выделил, все остальное можно почитать самостоятельно. Вот, приложение номер 8. Правила организации деятельности мобильной медицинской бригады. Ну, я сказал, что предрейсы не относятся к мобильной медицинской бригаде, и нельзя их оказывать в передвижном медицинском пункте. Вот мы сейчас как раз и это увидим. Пункт 2. Мобильная медицинская бригада организует в структуре медицинской организации, ее структурного подразделения, оказывающего первичную медико-санитарную помощь для проведения профилактического медицинского осмотра, диспансеризации, оказания первичной медико-санитарной помощи населению,
том числе жителям населенных пунктов с преимущественным проживанием лиц старше трудодоступного возраста, либо расположенных на значительном удалении от медицинской организации или имеющих плохую транспортную доступность с учетом климато-географических условий. Мобильная медицинская бригада в целях выполнения функций, указанных в пункте 12 обеспечивается комплексами передвижными медицинскими. Ну да, про это мы уже поняли. Далее, приложение номер 24. Стандарты оснащения мобильной медицинской бригады. Есть стандарт оснащения мобильной медицинской бригады для оказания первичной медико-санитарной помощи, где тут указано вот рабочее место врача, набор гинекологических инструментов, стетоскоп акушерский. Тут про предрейсов вообще слова никакого нету, что тут алкометр нужен, алкотестер, вообще ни слова. Значит, какой вывод? Ну, не может первичная медико-санитарная помощь относиться к предрейсам. Стандарт оснащения мобильной медицинской бригады для проведения профилактического медицинского осмотра. Тут вообще вот флюорограф. Нет, не подходит. 3. Стандарт оснащения мобильной медицинской бригады для проведения первого этапа диспансеризации. Маммограф. Не подходит. 4. Стандарт оснащения мобильной медицинской бригады для проведения флюорографии. Комплекс передвижной медицинский, включающий флюорограф. 5. Стандарт оснащения мобильной медицинской бригады для проведения маммографии. Комплекс передвижной медицинский, включающий маммограф. Ну и тут в пункте 6 указано, что данные комплексы должны быть обеспечены расходными материалами, лекарственными препаратами. Переместимся дальше. Мы же все-таки хотим добиться заключения. В дополнение есть приказ номер 29Н от 28 января 2021 года о подтверждении порядка проведения обязательных предварительных периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 4 статьи 2013 Трудового кодекса Российской Федерации, перечень медицинских противопоказаний к осуществлению работы с вредными или опасными производственными факторами, также работы, при выполнении которых проводится обязательно предварительный периодический медицинский осмотр. Для чего я его показываю? Для примера живого, что приказ для оказания данной услуги всегда дублирует подтверждение того, требуется передвижной медицинский пункт, либо не требуется. Так вот, в пункте 4 указано, предварительный периодический осмотр проводится медицинскими организациями, любой организационно-правовой формы, имеющей право на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров. Далее медицинская организация. Ну, здесь написано периодичность. Периодический осмотр работников может проводиться мобильными медицинскими бригадами врачей-специалистов медицинской организации. Работники перед проведением периодических осмотров мобильными медицинскими бригадами врачей-специалистов проходят в медицинских организациях диагностические исследования. В нашем приказе о проведении предрейсов, послерейсовых медицинских осмотров номер 835Н вообще ни слова про передвижные медицинские пункты. Никакого слова нет. Хорошо. Есть у нас письмо Минздрава от 21 августа 2003 года, номер 2510/9468 от 03.32 о предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств. И в этом письме есть очень интересное приложение номер 2. Типовое положение об организации предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств, где указано, для проведения предрейсовых медицинских осмотров и медицинских освидетельств необходимо иметь помещение, состоящее не менее чем из 2 комнат, комнаты для проведения осмотров, комнаты для отбора биологических сред. Помещение должно быть оснащено следующими медицинскими приборами, оборудованием и мебелью, минимальное. Кушетка медицинская, письменный стол, стулья, настольная лампа, шкаф для одежды, вешалка для верхней одежды, напольный коврик, сейф, прибор для определения артериального давления 2 штуки, термометр 3 штуки, стетоскоп 2 штуки, прибор для определения паров спирта, выдыхаемого воздуха 2 штуки, алкометр, экспресс-тесты на алкоголь, наркотики, постоянный запас количества, алкометры 2 штуки, экспресс-тесты на наркотики 10 штук, столик для медицинского оборудования 1 штука, шпатели медицинские 10 штук, сумка с набором медикаментов для оказания неотложной медицинской помощи 1 штука, оборудованная комната для отбора биологических сред. Ну и помещение должно быть оборудовано средствами связи. В предыдущих приказах мы с вами смотрели, ни один передвижной комплекс не имел данный состав. Ну, значит, данные комнаты должны быть организованы в медицинском учреждении. И медицинское учреждение должно быть лицензировано на предрейсовые, послерейсовые, предсменные, послесменные осмотры водителя.
Значит, федеральный закон номер 99 от 4 мая 2011 года гласит, пункт 10. Исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований в отношении каждого лицензируемого вида деятельности устанавливается положением о лицензировании конкретного вида деятельности. При этом к таким нарушениям лицензионных требований могут относиться нарушения, повлекшие за собой возникновение угрозы, причинение вреда жизни и здоровью граждан, человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан. Ну вот мы с вами рассмотрели нормативные документы, это федеральные законы, приказы Минздрава и постановления. И ни в одном из документов нет, что предрейсовые, послерейсовые, предсменные, послесменные медицинские осмотры водителей можно оказывать в передвижном медицинском пункте. На сегодняшний день что мы наблюдаем? Большинство в документации государственных заказчиков на электронных площадках, это электронные аукционы, запросы котировок, имеются требования по мобильному медицинскому пункту, что нарушает все нормативные документы. Заказчик говорит, а у меня нет помещения, так тут два варианта. Первый вариант – это либо оказание медицинской услуги на территории медицинского центра. Второй вариант – это оказание медицинской услуги на вашей территории, но вашу территорию требуется получить санэпидемзаключение, лицензировать помещение. На сегодняшний день еще не действует дистанционный медицинский осмотр по предрейсовым медицинским осмотрам, а по ним у меня еще будет дополнительное видео, очень интересно, как это будет проводиться услуга. Если интересно, то подписывайтесь, не пропустите. Хочу выделить в заключение, что стоит быть внимательным, потому что даже государственные заказчики, предоставляя услуги, предоставляя на сегодняшний день своих водителей каким-либо организациям, возможно, они также работают по контракту с частной организацией и так далее, могут вам предоставить водителя просто в алкогольном опьянении, потому что они заказывают услугу, нарушая все законы, которые возможно, и к ним приезжает какой-то пункт непонятный, самодельный, чем-то оборудованный, который оказывает какую-то услугу. Чем это регламентировано, никто сказать не могут, все разводят руки и все. По нашему опыту даже имеется уже несколько государственных контрактов, где мы расторгались с кем-то по соглашению сторон, с кем-то в одностороннем порядке, потому что когда я задавал вопросы, ребят, регламентируйте, какими законами вы прописали документацию, то ответа не поступило. Вот, причем организации довольно-таки с громкими названиями. Вот, ГБУ «Автохозяйство», ФГБУ «Росреестр» и так далее. Следите за нашими новостями. Всего вам доброго, до новых встреч!